Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы будем говорить с вами о глаголах движения с префиксом «за». Это такие глаголы, как заходить, зайти, заезжать, заехать, забежать, забегать, заплывать, заплыть и другие. Давайте разберемся, что же такое глаголы движения с префиксом «за». Во-первых, глаголы движения – это глаголы, которые показывают движение. А вот какое это движение, нам как раз показывает префикс «за». Да, у префикса «за» есть определенные значения. Во-первых, это движение с остановкой за короткое время. По пути. Я зашел в магазин за тортом и пошел дальше на работу. То есть в магазине я находился недолгое время, а планировал я идти только на работу. На чуть-чуть, ненадолго зашел в магазин с определенной целью, за тортом. Еще одно значение префикса «за». Движение за объект. То есть вы будете находиться сзади, с другой стороны, не лицевой стороны объекта. Он заехал за угол дома и оставил там машину. То есть его машина теперь находится не спереди дома, а за углом. Он заехал за угол дома. Угол – это будет тот самый объект. Движение за объект. Еще одно значение префикса «за». Движение за пределы чего-либо. Мы заехали куда-то и теперь не знаем, как нам оттуда выбраться. А теперь давайте посмотрим на глаголы. Заходить, зайти. Несовершенный и совершенный вид. Давай зайдем к нему на минутку. Заезжать, заехать. Несовершенный и совершенный вид. Давай заедем ко мне на 5 минут. Кажется, я забыл важные документы. Залетать, залететь. Птица залетела в окно. Заплывать, заплыть. Не надо заплывать за буйки. Там опасно. Забегать, забежать. Дети постоянно забегали в дом за игрушками. Заносить, занести. Занесите, пожалуйста, продукты на кухню. Заводить, завести. Заводите детей в группу. Уже начинается дождь. Кстати, у глаголов заводить, завести есть и другие значения. Заводить, завести машину, что значит включить, сделать так, чтобы машина начала работать, начала двигаться, включилась, заработала и поехала. Можно еще заводить, завести знакомство, заводить, завести разговор. Что значит тоже начать. Конечно, заводить, завести знакомство обозначает просто познакомиться. Завозить, завести. Ты можешь завести меня сегодня в магазин? Хочу купить себе что-то новенькое. Обратите внимание, что когда к глаголам группы «идти» мы добавили префикс «за», то эти глаголы у нас стали совершенного вида. А когда мы добавляем префикс «за» к глаголам группы «ходить», то они остаются несовершенного вида. Итак, вы знаете, что сами глаголы движения различаются по типу движения. На транспорте, без транспорта, на определенном транспорте, с предметом, с объектом или без объекта. Но если мы добавляем префикс к глаголам движения, то у нас еще дополнительное значение. В каком направлении вы двигаетесь, как вы двигаетесь и так далее. Например, префикс «за» обозначает движение внутрь на короткое время, движение за объект с другой стороны объекта и движение за пределы чего-либо. Вот и все. Это было грамматическое видео на канале Russian Language Club. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео о глаголах движения и не только. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.